Конец января 2026 года. Имя, которое никто не ждал, обрушилось на турецкую индустрию как цунами. Ава Яман. 19 лет. 2 года в профессии. Она обогнала Ханде Эрчел. Обошла Афру Сарачоглу. Стала самой обсуждаемой актрисой Турции. Но знаете, что самое странное? Она почти не говорит. Не показывает личную жизнь. Не играет по правилам. Что если я скажу вам, что за этим молчанием скрывается история, которую вы не ожидаете услышать? История о провале, который чуть не сломал ее 16. О роли, которая заставила ее жить в кошмаре даже за кадром. О цене, которую она платит каждый день за право оставаться собой. Вы готовы узнать правду? Потому что то, что я расскажу дальше, изменит ваше представление о том, что значит быть звездой. Здесь не будет розовых историй. Здесь будет боль. Одиночество. Выбор между славой и собой. И самое шокирующее, она выбрала не то, что выбирают все. Вся информация в этом видео взята из открытых источников, интервью, официальных заявлений и проверенных медиа. Все, что вы услышите, мое личное мнение, основанное на анализе фактов. Я не претендую на абсолютную истину. Я просто рассказываю историю так, как ее вижу. Оставайтесь до конца. Потому что самое интересное впереди. Итак, кто такая Ава Яман? И почему ее боятся даже те, кто уже на вершине? Смотрите. Сейчас все станет ясно. Конец января 2026 года. Ава Яман обогнала Ханде Эрчел и Афру Сарачоглу и стала самой обсуждаемой актрисой Турции. Ей всего 19. 2 года назад ее первый проект закрыли из-за низких рейтингов. Она почти не дает интервью. Не показывает личную жизнь. Ее страница в социальных сетях почти пустая. Несколько рабочих фотографий, пара кадров со съемок и никакой исповеди. И вот вопрос, который не дает покоя миллионам: кто она? И почему весь мир говорит о девушке, которая предпочитает молчать? Что если я скажу вам, что все началось не со вспышек камер, а с тишины? С города, который никогда не спит, но который умеет быть одиноким. Со Стамбула, где в ноябре 2006 года родилась девочка, чья судьба будет связана не с криком, а с паузой. Знаете, что общего у тех, кто меняет правила игры? Они не кричат о себе. Они просто начинают чувствовать глубже, чем все остальные. И Ава Яман именно такая. Дом, в котором она росла, был наполнен музыкой. Отец Али Решат Яман – известный музыкант. Гитара, ноты, репетиции. Но это не была подготовка к славе. Это была жизнь, где искусство не цель, а язык. Где эмоции не прячут, а проживают. Ава с детства была другой. Она умела молчать. Долго. Внимательно. Она наблюдала за людьми, как меняется их голос, когда они врут, как дрожат пальцы, когда им больно. Учителя вспоминали, она редко тянула руку первой, но если говорила, это было точно. Неожиданно. Глубоко. Вот что скрывают от вас эксперты: талант актера формируется не на сцене. Он формируется в тишине. В наблюдении. В способности чувствовать то, что другие пропускают. Подростковые годы прошли без шума. Без попыток попасть в тренды. Вместо этого – лес. Прогулки. Одиночество. Гитара. Она не строила образ. Она строила внутренний мир, из которого позже родится все остальное. Интерес к актерскому мастерству пришел не как решение, как осознание. В старших классах она поняла: сцена –
– это место, где можно быть честной, где не нужно притворяться сильнее, чем ты есть, где можно проживать страх, боль, сомнения, и это дает облегчение. Отец стал ее первым наставником, но не в привычном смысле. Он не учил ее технике. Он учил чувствовать. Не изображать эмоции, а жить в них. И это стало фундаментом всего, что случится дальше. К концу школьных лет Ава уже знала, искусство – это ее язык. Но она также понимала цену этого выбора. Публичность. Давление. Ожидание. Все это маячило впереди, как туман. И все же она сделала шаг. Спокойно. Без громких слов. Угадайте, что произошло дальше. В 16 лет ей предложили первую роль. И это был не сказочный дебют. Это было погружение в темноту, к которой даже взрослые актеры не всегда готовы. 2023 год. Сериал «У меня проблема». Роль Азге – подростка с биполярным расстройством. Знаете, почему 95% молодых актеров не выдерживают первой серьезной роли? Потому что они пытаются играть. А Ава не играла. Она жила в этом состоянии. Перепады настроения. Хаос сознания. Пустота в глазах. Все это было настолько правдиво, что зрителям становилось физически тяжело смотреть. Коллеги вспоминали, между дублями она почти не разговаривала. Будто не выходила из образа. Азге жила в ней и за кадром, в движениях, взгляде, паузах. Это пугало. И одновременно вызывало уважение. Вот что никто не расскажет вам о дебюте, техника не спасет, и если внутри пусто. Но если ты готов открыться до конца, зритель это почувствует. Даже если не поймет словами. Роль получилась болезненной, неэффектной, неудобной для нарезок в соцсетях. Но именно она стала первым сигналом для тех, кто умеет смотреть глубже. В Азге не было наигранности. Зритель не видел актрису, он видел человека, которому плохо по-настоящему. Но индустрия редко бывает благодарной. Сериал закрыли досрочно. Низкие рейтинги. Для телевидения стандартное решение. Для 16-летней девушки первый серьезный удар. Это самая дорогая ошибка, которую совершают молодые актеры. Они думают, что провал проекта – это провал их самих. Ава этого не сделала. Она восприняла закрытие не как конец, а как урок. Жестокий. Болезненный. Но необходимый. Этот период она прожила молча. Без жалоб. Без попыток привлечь внимание. Она не давала интервью, не объясняла свою боль публике. Вместо этого она училась выдержке. Училась принимать тишину после работы. Училась не путать отсутствие успеха с отсутствием ценности. И знаете что? Именно это сделало ее сильнее. Потому что она поняла главное: экран – это не место для украшения реальности. Это пространство для правды. Даже если эта правда неудобна. С этого момента Ава больше не стремилась просто попасть в кадр. Она ждала роль, которая будет стоить боли. Роль, которая оправдает ее выбор профессии. И эта роль уже была где-то впереди. Но в 2024 году она об этом еще не знала. Она просто шла дальше, с внутренним шрамом, который позже превратится в глубину, за которую ее полюбят миллионы. Середина 2024 года. Ава Яман снова в состоянии ожидания. После закрытия первого проекта ее имя не исчезло полностью, но и не звучало громко. В индустрии о ней знали, но говорили шепотом. Интересная. Глубокая.
Слишком серьезная для своего возраста. Знаете ли вы, что такие формулировки редко помогают строить карьеру быстро? Они скорее ставят актера в категорию риска. Слишком сложная. Слишком неудобная. Слишком не для массовой аудитории. И все же именно это в итоге сыграло решающую роль. Когда был объявлен кастинг в новый сериал «Это море переполнится», ожиданий было много. Государственный канал. Крупный проект. Сильный сценарий. Сложные персонажи. На роль Элени рассматривали десятки, если не сотни претенденток. Красивые. Опытные. Проверенные. Требования были жесткие. Актриса должна быть молодой, но внутренне зрелой. Способной удерживать драматическое напряжение без внешних эффектов. Не играть эмоции, проживать их. Вот почему умные люди делают глупости. Они выбирают безопасные варианты вместо правильных. Продюсеры могли взять звезду с готовой аудиторией. Но они рискнули. И пригласили на пробы Аву Яман. Проба прошла без лишнего шума. Никаких громких заявлений. Никакой уверенности в результате. Просто девушка. Камера. Сцена. Что произошло дальше, изменило все. Когда видео с кастинга попало во внутренние просмотры, стало ясно, в кадре появилась не просто кандидатка. В кадре появился персонаж. Живой. Настоящий. Уязвимый. Ава не пыталась понравиться. Она не продавала роль. Она существовала в ней. Без макияжа логики. Без украшательств. Просто чувство. Чистое. Оголенное. И это было заметно сразу. Я не мог поверить в то, что увидел. Именно так описывали свои впечатления те, кто был на том просмотре. Потому что такое не учат в школах актерского мастерства. Это либо есть, либо нет. Утверждение на роль стало поворотным моментом. Но сама Ава еще не осознавала масштаб происходящего. Она просто готовилась к съемкам. Читала сценарий. Строила внутреннюю логику персонажа. Жила в мире Элени еще до того, как камера включится. Съемки начались в Трабзоне, городе, где море всегда рядом, где ветер не дает расслабиться, а природа словно подчеркивает драму человеческих историй. Эти условия идеально совпали с внутренним состоянием актрисы. Элени не была героиней в классическом смысле. Она не спасала мир. Не боролась за справедливость. Она была просто человеком. Живым. Противоречивым. Ранимым. И Ава вписалась в этот образ так точно, будто роль писали под нее. За этим стоят тысячи часов внутренней работы. Потому что то, что кажется естественным на экране, на самом деле результат глубокого погружения. Ава не просто учила текст. Она строила судьбу своей героини. Ее страхи. Ее надежды. Ее боль. Коллеги по площадке отмечали ее сосредоточенность. Несмотря на возраст, она относилась к процессу с почти пугающей серьезностью. Много времени проводила в одиночестве. Готовилась к сценам. Разбирала внутреннюю логику. Для нее Элени не заканчивалась со словом «стоп». Образ продолжал жить внутри. Осень 2025 года. Первые эпизоды вышли в эфир. Готовы ли вы к тому, что произошло дальше? Реакция была мгновенной. Зрители не просто приняли сериал, они в него погрузились. Полностью. Безоговорочно. А линия Элени стала одной из самых обсуждаемых. В социальных сетях начали появляться нарезки сцен. Цитаты. Эмоциональные реакции. Люди писали, что не могут объяснить,
почему им так больно смотреть, но остановиться невозможно. Они плакали, пересматривали, ждали новых серий, как воздуха. Это не был обычный успех. Это был резонанс. Знаете, что общего у всех по-настоящему сильных актерских работ? Зритель забывает, что это игра. Он перестает видеть камеру, сценарий, постановку. Он видит только человека. И сопереживает ему так, будто это его собственная жизнь. Именно это произошло с Авой Яман. Ее не обсуждали внешне. Не сравнивали с другими актрисами по красоте или стилю. Обсуждали чувства, которые она вызывала. Боль, которую она заставляла проживать. Для Авы этот период стал настоящим испытанием. Популярность росла быстрее, чем она успевала ее осознать. Внимание! Комментарии. Первые фанаты. Первые сравнения с признанными звездами Турдизи – Денис Байсал, Улашем Туно и Остепи, с которыми она работала в одном проекте. Вот что происходит в первые 24 часа после того, как тебя узнают миллионы, твоя жизнь перестает быть твоей. Каждый жест, каждое слово, каждая пауза – все становится предметом обсуждения. Но при этом Ава не изменила своему привычному поведению. Она не стала активнее в социальных сетях. Не начала делиться личной жизнью. Не выходила на публику с громкими заявлениями. Она продолжала работать. Тихо. Сосредоточенно. Как будто ничего не изменилось. И знаете что? Именно это сделало ее еще более притягательной. К концу 2025 года стало очевидно, сериал стал хитом. А Ава – его главным открытием. Критики заговорили о ней как о самом сильном молодом лице сезона. Зрители – как о новой эмоциональной точке Турдизи. И вот наступил январь 2026 года. Медийное агентство Адба опубликовало рейтинг самых обсуждаемых турецких актрис. И на первом месте оказалась не Ханде Эрчел, не Афра Сарачоглу, не признанные звезды с многолетней карьерой. На первом месте была Ава Яман. 19 лет. 2 года в профессии. Одна главная роль. Только 2% людей достигают такого за столь короткий срок. И обычно за этим стоит либо невероятная удача, либо невероятный талант. В случае Авы и то, и другое. Но главное – готовность платить цену. Это изменило мою жизнь за 30 дней. Именно так можно описать то, что произошло с ней после публикации рейтинга. Потому что теперь от нее ждали большего. Теперь она перестала быть дебютанткой. Теперь каждая следующая работа должна была подтверждать уровень, который она задала сама. И все же за этим успехом не последовало привычного триумфа. Не было демонстративной радости, эйфории, публичного празднования. Ава восприняла происходящее спокойно, почти отстраненно. Возможно, потому что она знала, настоящая цена успеха проявляется не в цифрах и рейтингах, а в том, что будет дальше. Море действительно переполнилось. Но вместе с водой пришло и другое. Внимание. Постоянное. Беспощадное. Всепроникающее. После выхода сериала «Это море переполнится», жизнь Авы Яман изменилась необратимо. Внешне это выглядело как сказка: рейтинги, обсуждения, резкий рост популярности, признание критиков и любовь зрителей. Но внутри все оказалось гораздо сложнее. Слава не пришла к ней как праздник. Она ворвалась, не спрашивая разрешения, и потребовала платить. Впервые Ава почувствовала это, когда поняла, что за ней постоянно наблюдают. Камера больше не выключалась, даже тогда, когда ее не было рядом. Социальные сети.
фан-аккаунты, разборы мимики, жестов, взглядов. Зрители пытались читать ее так же, как читали Элени. Но проблема была в том, что Ава не играла себя. И не собиралась этого делать. Знаете ли вы, что происходит с человеком, когда его начинают воспринимать как образ, а не как личность? Он либо ломается и начинает соответствовать ожиданиям, либо закрывается, строит стену и уходит в тень. Ава выбрала второе. Она сознательно выбрала молчание. В то время как другие молодые звезды активно строили публичный образ, делились подробностями личной жизни, участвовали в шоу и интервью, Ава ушла в тень. Ее социальные сети оставались почти пустыми. Несколько рабочих фотографий, редкие кадры со съемок и никакой личной исповеди. Это вызывало недоумение, а затем еще больший интерес. Вот что скрывают от вас эксперты по пиару. Иногда молчание работает лучше, чем любая рекламная кампания. Потому что людям интересно то, чего они не могут получить. Загадка притягивает сильнее, чем открытая книга. Поклонники хотели знать все. Свободно ли ее сердце? Есть ли у нее отношения? Кто рядом с ней за кадром? Что она чувствует на самом деле? Но актриса словно выстроила вокруг себя невидимую стену. Это не было высокомерием или холодностью. Это была защита. Чем громче становилось вокруг, тем тише она становилась внутри. Особое внимание вызывала ее связь с отцом. Али Решат Яман не просто поддерживал дочь, он стал ее личным менеджером и главным фильтром между ней и индустрией. В мире, где молодые актрисы часто теряются под давлением контрактов и ожиданий, это решение выглядело необычным, но оправданным. Почему 95% молодых звезд сгорают в первые 3 года? Потому что их окружают люди, заинтересованные в прибыли, а не в их благополучии. Отец Авы оберегал ее от поспешных шагов, от ролей, которые могли бы принести быстрый успех, но разрушить внутренний баланс. Он был не просто менеджером. Он был якорем, точкой опоры в мире, который требовал от нее все больше и больше. В этот период Ава все чаще говорила о важности одиночества. Не публично, в узком кругу. Она не искала шумных компаний, не появлялась на вечеринках, избегала светской хроники. Вместо этого природа, лес, долгие прогулки, кемпинг вдали от города, где не ловит сеть и не достанут папарацци. Для нее это было не хобби. Это была необходимость. Способ остаться собой, когда весь мир пытается навесить ярлык. Она обожает гитару. Музыка для нее – это способ выплеснуть то, что нельзя сказать словами. Она носит на шее армейский медальон с гравировкой, которую сделал ее отец. Буквы А. Что они означают? Молитва. Инициалы. Шифр. Ава молчит. Лишь загадочно улыбается. А зрители продолжают гадать. Интересно, что именно эта закрытость сделала ее еще более притягательной. Зрители чувствовали, перед ними не образ, не маска, не продукт пиара, а живой человек, который не готов продавать свою жизнь ради внимания. В эпоху тотальной открытости это выглядело почти дерзко. Это работает в 99% случаев. Чем меньше ты говоришь, тем внимательнее тебя слушают. Чем меньше показываешь, тем больше хотят увидеть. Ава интуитивно поняла это и использовала не как стратегию, а как способ выживания. Однако цена была высокой. Чем меньше она говорила, тем больше за нее додумывали. Появлялись слухи, догадки,
попытки связать ее имя с другими звездами. Особое место в этих разговорах занимала фамилия Яман. Некоторые до сих пор настаивали на ее родстве с Джаном Яманом, несмотря на официальное опровержение. Она его сестра. Тайная дочь. Племянница. Кузина. Теории множились. Обрастали подробностями. Ава никак это не комментировала. Она предпочитала, чтобы ее знали про лям, а не по теориям. Вот почему все делают это неправильно. Они пытаются контролировать информацию о себе. Опровергают. Объясняют. Оправдываются. А Ава просто игнорировала шум. И это давало ей силу. В одном из редких комментариев она призналась, что популярность – это не то, к чему можно подготовиться. Она приходит резко и требует зрелости, которую тебя могут не спросить заранее. И именно поэтому она так осторожна. Не потому, что боится людей, а потому, что боится потерять контакт с собой. Этот этап ее жизни можно назвать самым противоречивым. С одной стороны, пик внимания. Любовь миллионов. Статус новой звезды Турдизи. С другой – сознательное уединение. Отказ от привычных правил игры. Тишина там, где от нее ждут громких слов. И именно в этом противоречии раскрывается характер Авы Яман. Она не убегает от славы. Она просто не позволяет ей определять себя. За 21 день человек формирует новую привычку. Но сколько нужно времени, чтобы не потеряться в мире, который хочет сделать из тебя товар? Ава искала ответ на этот вопрос каждый день. И пока она искала, мир продолжал меняться вокруг нее. Потому что история Авы Яман только начиналась. И самое интересное было еще впереди. Январь 2026 года. Новость, которая взорвала турецкие медиа. Ава Яман утверждена на роль в 4-м сезоне сериала «Принц», проекта с международной дистрибуцией, который выходит на платформе HBO Max. Что если я скажу вам, что это был не просто новый контракт? Это был переход в другую лигу, где цена ошибки возрастает в разы, где аудитория не прощает фальши, где нужно доказывать свое право быть на экране каждую секунду. Для молодой актрисы это был момент выбора. Рискнуть и выйти на международный уровень. Или остаться в зоне комфорта, где ее уже любят и принимают. Ава выбрала риск. Роль, предложенная ей, не была центральной, но имела ключевое драматургическое значение. Это был осознанный шаг, не бросаться сразу в главные образы, а войти в пространство постепенно, сохраняя контроль над тем, как тебя воспринимают. Такой подход снова показал, насколько осторожно и вдумчиво она относится к собственному пути. Она не стремилась закрепить успех любой ценой. Для нее было важнее не потерять себя в новом масштабе. С этого момента вокруг Авы Яман начали сгущаться предложения. Менеджеры, продюсеры, кастинг-директора. Все хотели видеть ее в своих проектах. Рекламные контракты, главные роли, международные съемки. Но вопреки ожиданиям, она не спешила соглашаться. Многие роли, которые могли бы принести быструю узнаваемость, были отклонены. Причина оставалась неизменной – образ должен быть оправдан внутренне. Если история не резонирует, она не работает. Это единственное, что вам действительно нужно знать о профессионализме. Успех – это не количество проектов. Это качество выбора. И Ава это понимала лучше, чем многие актеры с 20-летним стажем. В этот период она особенно остро почувствовала, как меняется отношение к ней. Теперь ее рассматривали не как талантливую молодую актрису, а как инвестицию. И именно это стало новым испытанием.
Мир кино умеет быть холодным, когда речь заходит о перспективах и цифрах. Но она по-прежнему старалась оставаться в стороне от этой логики. Ее ориентиром оставалось не будущее в рейтингах, а настоящее в профессии. Параллельно росла ее международная фан-база. За пределами Турции ее начали воспринимать как новое лицо Турдизи. Не типичное, не глянцевое, а эмоционально честное. Зрители из разных стран писали, что даже без полного понимания языка чувствуют ее игру. Это стало, пожалуй, самым точным подтверждением того, что ее талант не привязан к культуре или формату. 80% успеха в актерской профессии зависит от способности передавать эмоции без слов. И Ава владела этим в совершенстве. При этом сама Ава все чаще говорила о страхе. Не публично, не в интервью, а в узком кругу. Страх не справиться с ожиданиями. Страх повторить себя. Страх потерять ту самую тишину, из которой она вышла. Эти сомнения не парализовали ее. Наоборот, они заставляли быть еще более внимательной к каждому шагу. Выход на международный уровень не изменил ее образ жизни. Она все так же избегала лишней публичности. Предпочитала работу разговором о работе. Ее можно было увидеть на съемках, сосредоточенную, замкнутую, полностью погруженную в процесс. Но за пределами площадки она словно исчезала. Возвращалась в свое привычное состояние наблюдателя, а не участника шумного мира. Эта глава ее жизни про выбор. Про отказ от соблазна ускориться. Про умение сказать «нет» тогда, когда весь мир говорит «давай». Ава Яман впервые оказалась в позиции, где будущее можно было сконструировать десятками способов. И именно в этот момент стало ясно, она не позволит карьере управлять собой. Она будет управлять карьерой сама. Впереди оставался еще один акт. Самый важный. Не про роли и контракты, а про то, кем она станет, когда шум утихнет. А ожидания останутся. Февраль 2026 года. Ава Яман – самая обсуждаемая актриса Турции. Почти 2 миллиона подписчиков в социальных сетях. Контракт с международной платформой. Предложения сыплются одно за другим. Но главный вопрос остается открытым – кто она на самом деле? Потому что за всеми этими цифрами, рейтингами и обсуждениями скрывается человек. Девушка, которой всего 19. Которая 2 года назад переживала закрытие своего первого проекта. Которая до сих пор носит армейский медальон от отца и предпочитает лес любой красной дорожки. Знаете, что общего у всех по-настоящему великих актеров? Они не теряют себя в ролях. Они находят себя через них. И Ава Яман именно такая. История ее успеха выглядит завершенной лишь на первый взгляд. Ранний дебют. Болезненный первый опыт. Стремительный прорыв. Любовь зрителей. Международные проекты. Все есть. Но если прислушаться внимательнее, становится ясно, это не финал. Это, в который человек впервые по-настоящему остается наедине с собой. Без иллюзий. Без оправданий. Без чужих сценариев. Ава никогда не говорила о себе громко. Она не формулировала манифестов. Не пыталась объяснить миру, кто она и зачем пришла в профессию. И именно в этом ее редкая сила. Пока индустрия требует четких образов, она оставляет пространство для сомнений. Пока зритель хочет ответов, она выбирает паузу. Это не стратегия. Это характер. К началу 2026 года за Авой закрепился образ актрисы, которая чувствует больше, чем говорит. В ее ролях нет демонстративной боли. Нет театральных жестов.
Есть внутреннее напряжение, которое не отпускает даже после титров. Вот что никто не расскажет вам о настоящем таланте, его невозможно выработать техникой. Он либо есть, либо нет. И именно поэтому Аву все чаще называют не просто талантливой, а настоящей. Но быть настоящей – это всегда риск. Это значит не подстраиваться под ожидания. Это значит соглашаться на одиночество там, где другие выбирают шум. Ава платит за это высокую цену. Она сознательно отказывается от части публичной жизни. От быстрого роста популярности. От удобных форматов. Она будто идет против течения, медленно, упрямо, не оглядываясь на тех, кто плывет быстрее. В ее повседневности почти нет глянца. Лес. Тишина. Музыка. Гитара. Эти детали часто кажутся зрителям романтизированными. Но для нее это якоря. Способы не раствориться в профессии. Способы помнить, что за ролями и образами есть человек, которому иногда нужно просто молчать и дышать. Знаете, сколько времени нужно человеку, чтобы восстановиться после эмоционально тяжелой сцены? Профессиональные актеры говорят, от нескольких часов до нескольких дней. Потому что по-настоящему прожитая эмоция не исчезает со словом «стоп». Ава это понимает. И именно поэтому она так бережно относится к своим внутренним ресурсам. Особое место в ее жизни по-прежнему занимает отец. Не как менеджер или защитник, а как точка опоры. Их связь редко выносится на публику, но именно она объясняет многое. Отсутствие резких решений. Осторожность в выборе проектов. Нежелание превращать карьеру в гонку. Для Авы успех – не скорость. Это глубина. Что если я скажу вам, что большинство звезд, которые взлетели быстро, так же быстро и исчезли? Потому что они не успели построить фундамент. Не успели понять, кто они без камер и аплодисментов. Ава строит этот фундамент каждый день. И именно это делает ее феномен устойчивым. Интересно, что именно эта неспешность делает ее особенно заметной. В мире, где все ускоряется, она замедляется. В индустрии, где принято кричать о себе, она выбирает молчание. И зритель чувствует это. Чувствует неосознанно, на уровне интонации, взгляда, паузы. Именно поэтому ее феномен сложно повторить или скопировать. На вопрос о будущем Ава, как правило, не отвечает. Она не строит громких планов. Не говорит о мечтах в категориях наград или статусов. Ее ориентир – роль, которая будет иметь смысл. История, которая будет стоить прожитых эмоций. Все остальное вторично. Среди ее любимых фильмов «Пятая волна», «Побег из Шоушенка», «Форест Гамп», «Интерстеллар» и «Леон». Это не случайный набор. Это истории о людях, которые остались собой в мире, пытавшимся их сломать. И это многое объясняет в ее выборе профессии. Ава участвовала в музыкальном конкурсе «Голос Турции» еще в подростковом возрасте. Тогда она только искала свой путь. Не знала, куда ее приведет любовь к сцене. Но уже тогда в ней была эта редкая способность трогать людей без слов. Многие думают, что она связана родством с Джаном Яманом. Но это всего лишь совпадение фамилий. Яман в Турции – распространенная фамилия. Примерно как Киванов в России. Но эта магия имен сыграла ей на руку. Поначалу многие гуглили ее именно из-за фамилии, а оставались из-за таланта. И, возможно, именно здесь кроется главный парадокс ее образа. Она стала символом нового поколения актеров не потому, что хотела им стать, а потому, что отказалась играть по старым правилам. Она не доказывает, она проживает. Не заявляет, она чувствует.
не объясняет, она оставляет пространство. Это меняет правила игры навсегда. Потому что зрители устали от идеальных картинок. Они хотят правды. Даже если эта правда неудобна. Даже если она болит. И Ава дает им эту правду. Не потому, что это выгодно, а потому, что не умеет иначе. В начале 2026 года она также получила награду как «Лучшая актриса прорыв года 2025» по версии цифрового опроса на платформе Big Mac. Это признание пришло не от индустрии. Оно пришло от зрителей. И это, пожалуй, самая важная награда. Потому что индустрия может ошибаться. Критики могут ошибаться. Но зритель чувствует настоящее всегда. Сейчас Ава продолжает сниматься в «Это море переполнится». Официально проект еще не продлен на второй сезон. Но фанаты надеются, что осенью 2026 года они снова увидят Элени на экране. Потому что эта история еще не закончена. Как и история самой Авы Яман. Что будет дальше? Новые роли. Новые испытания. Новые уровни давления. Возможно, новые тишины. Но уже сейчас ясно одно: кем бы она ни стала дальше, она не предаст главное. Способность оставаться собой. Даже когда весь мир ждет от нее другого. Финал этой истории остается открытым. Потому что биографический фильм об Аве Яман пока невозможно закончить. Можно лишь поставить многоточие. Впереди будут новые вызовы. Новые соблазны. Новые попытки изменить ее. Сделать удобнее. Быстрее. Ярче. Но если последние 2 года что-то и доказали, так это то, что Ава Яман не из тех, кто меняется под давлением. Она из тех, кто меняет правила. Тихо. Упрямо. По-своему. Знаете, почему зрители продолжают следить за ней? Не из любопытства. Из доверия. Потому что в мире, где все продается, она осталась той, кого нельзя купить. В мире, где все кричат, она выбрала тишину. И эта тишина оказалась громче любого крика. История Авы Яман – это история о том, как девочка из Стамбула стала звездой, не переставая быть собой. Как она прошла через боль первого провала. Как пережила взрыв популярности. Как научилась защищать свое внутреннее пространство в мире, который требует все отдать на показ. Это история о цене таланта. О силе тишины. О том, что настоящее не нуждается в доказательствах. Ава Яман – не случайная звезда одного сезона. Это долгий путь. Путь, который только начинается. И самое интересное еще впереди. Потому что когда человек умеет чувствовать так глубоко, как она, его история не может быть короткой. Она будет долгой. Сложной. Иногда болезненной. Но всегда настоящей. Это была история Авы Яман, актрисы, которая стала громче, оставаясь тихой. Девушки, которая доказала, не обязательно кричать, чтобы быть услышанной. Не обязательно объяснять, чтобы быть понятой. Не обязательно открываться полностью, чтобы тронуть до слез. Иногда достаточно просто быть честной. С собой. С ролью. С теми, кто смотрит. И тогда тебя невозможно забыть. Если вы досмотрели до этого момента, значит, история Авы Яман тронула и вас. Значит, вы тоже чувствуете, когда на экране правда, а когда просто игра. Ава Яман доказала, не обязательно кричать, чтобы быть услышанной. Не обязательно объяснять, чтобы быть понятой. Иногда достаточно просто остаться собой, и мир сам развернется к тебе. Это был не просто рассказ об актрисе. Это история о выборе.
О том, как сохранить себя в мире, который хочет сделать из тебя товар. О том, что настоящий талант не нуждается в доказательствах, он просто есть. Спасибо, что остались с нами до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Здесь мы рассказываем не сплетни, а судьбы. Не пересказываем факты, а показываем людей за ролями. Настоящих, сложных, живых. Ставьте лайк, это помогает нам делать еще больше таких историй. И обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об Аве Яман. Следите ли вы за ее карьерой? Какую ее роль считаете самой сильной? Нам правда важно ваше мнение. Потому что этот канал не просто контент. Это разговор. И вы – его часть. Увидимся в следующих выпусках. До встречи, дорогие зрители!